отель. Влезла в этот туризм-абхазский магазин. Бывали уже. Да, есть такое. Красивое место для посещения. Так, друзья, мы подъезжаем уже практически в Гагре. Дорога очень красивая. С правой стороны у нас море. Сегодня погода, конечно, шикарная. Если вы думаете, что зимой заняться в Абхазии нечем, то вы ошибаетесь, потому что сейчас очень тепло. Плюс 10 у нас сегодня на градуснике. Комфортно для посещения достопримечательностей, а здесь их очень много в Абхазии, нет туристов, нет очередей, можно сделать очень классные фотографии, видео и так далее, поэтому обязательно приезжайте, сейчас сезон мандарин, подготовка к Новому году, покажем вам обязательно кусочек рынка, заедем, а сейчас мы направляемся в отель. Будем мы сегодня жить в отеле Амза, очень популярный. Я думаю, многие слышали такое название. Мы как-то жили уже в том году в нем, но обзор не снимали. В этот раз мы решили снять для вас обзор, так что следите за нашим каналом. Скоро будет видео про Амзу. Вот мы заезжаем уже с вами в Гагры. С левой стороны у нас площадь Гагарина, заброшенный универсам. Это, кстати, тоже популярный отель Абата. Также здесь есть старинная крепость и храм. Тоже в планах у нас есть посетить этот отель. Очень красивая природа в Гаграх, горы, очень много зелени. Туристы очень любят этот курорт за его достопримечательности, за природу. Сейчас, друзья, мы находимся уже между Новой и Старой Гагрой. С правой стороны как раз проезжаем отель Амра Парк. Сейчас где-то вылезет подсказочка, ссылку на обзор этого отеля вы сможете посмотреть. Сейчас мы находимся в Новой Гагре. Здесь уже большое количество средств размещения. С правой стороны популярные отели, такие как отель Гранд Абхазия, Амза Парк, Соколов. Также с правой стороны Гагарский аквапарк. А с левой стороны частный сектор, многоэтажки, рынок Гагарский тоже с левой стороны находится. Вот так сейчас пустынно достаточно, немноголюдно. Ну, вообще Абхазия, конечно, очень красивое место именно для посещения зимой. И Гагра в частности, потому что в июле и в августе здесь огромное количество туристов, а сейчас в декабре до январских праздников, да и на сами январские праздники также количество людей очень дозированное, приятно очень гулять по городу, очень много зелени, кругом эвкалипты, пальмы, растения, цветочки разные цветут. Просто походить, погулять, подышать морским воздухом. Это очень приятно, успокаивающе и очень интересно. Ну а, собственно, мы сейчас направляемся к замечательной абхазской семье. Покажем вам плантации мандарин, цитрусовых. Они сами делают вкуснейшее домашнее вино, мед. Очень много всего интересного покажем. Таких обзоров мы еще не снимали. Сейчас большой популярностью пользуются
именно поездки на мандариновые плантации. Очень классные фотки получаются. Ехать от Гагр до Лохадзе примерно 15-20 минут. Сейчас везде продают мандарины, на каждом буквально уголке. Да, сейчас везде люди выходят, у кого, ну точнее не у кого, а у всех в основном есть свои мандариновые плантации, сады, и люди перед Новым годом, туристы приезжают и покупают к новогоднему столу, да и просто покушать абхазские мандарины, которые выращены в экологически чистых местах, без использования различных удобрений. Очень вкусные, сладкие. Вот все местные жители продают сейчас, выходят на трассу, на дорогу и... Ну а мы сейчас заехали в один абхазский магазинчик. Бывали уже здесь пару раз. Так что сейчас, если что-то интересное увидим, обязательно покажем. Итак, друзья, смотрите. Как я уже в предыдущих видео говорила, в Абхазии есть во многих магазинах турецкие продукты. Вот эти вот очень вкусные оливки мы всегда берем. Есть вот в таких упаковках, то есть можно, в принципе, в самолете их провозить в вакууме. Большой выбор. Еще вот посмотрите, какие классные джемы: клубника, ежевика, вишня. Все такое вкусненькое. Айва. На сырнички, на блинчики. И томатная паста, кстати, турецкая, тоже очень классная. Надо взять. Из турецких продуктов есть вот еще перчики различные и огурчики. В общем, такой большой магазин с хорошим выбором продуктов. Все вкусно. И вот, кстати, хотела вам показать шампанское. Очень хорошее вот это абхазское брют. Оно обычно стоит 300-350 рублей. Очень выгодная цена по сравнению, да, какие мы привыкли в России. Но это очень хорошее. Кто любит полусладкое, тоже вот есть вариант. Я, честно, такой не пробовала, не знаю. Ну, считается, что Лыхны тоже славится завод своим хорошим вином, шампанским. Поэтому к Новому году цены классные, выбор большой. Так, ну и мы, конечно же, не можем остановиться, уйти из магазина без оливочек. Как я говорила, мы вот часто берем вот такие, особенно которые на гриле, огурчики. Так что сейчас что-нибудь еще повыбираем. Сушится табак. Посмотрите, сами выращивают. Июнь, мы сажали июль уже вот рост. Сейчас посмотрим, как он растет. И узнаем, когда его собирают. Его вот собирать надо, да? Сюда, она цветет. Вот снизу 4-5 штуки надо листья убрать. А сейчас уже вот это все. Сейчас это самый катественный табак. наоборот, вот самый хороший, да? Да. Вот я уже 4-5 раз, до этих пор уже 4 раза надо ломать его. Вот так вот. Раз, два. И то есть он круглый год растет, да? Или... Нет, сейчас морозы пойдут. И все, он это вянет. А садить надо или он многолетник? Я табак сею, вот семена. Рассада, да? Да, рассада. Весной садить. Ну то есть он вот за год больше меня вырастает, да? Да. Вот он мощный. Это Как его? Вот это? Ну собирается, как его? Забыл, ягодка. Шиповник. Это Да, не шиповник, не шиповник, это роза. нет? А, это роза. Такая вот красота, друзья. Сколько мандаринок. Но мы сейчас идем смотреть дальше плантации нашей
гостеприимной семьи. Это все вино. Сюда посмотри внутрь, сними. Это жмых вот этот для чачи, Поближе да? посмотри, понюхай. Ага. Это он пол? А, внизу жидкость где-то есть, как да, или пахнет-то нет? вкусно. Где Это на жидкость? чачу идет уже, видишь? Это весь Сатеравы, виноград здесь, Молдова, Изабелла, 3 сорта. только жмых здесь. А? Только Ну жмых. как, жмых, А там а что? там жидкость. А жидкость это куда? Что она? На чачу будет. Это Вот, чача уже вот или нет? так. Или это брага? Вот столько, друзья, посмотрите, вина. Обалдеть. 20? Подожди, 10, 5 литров, да? Такие вот объемы вкуснейшего натурального вина. 25 градусов будет. Его половину считать 50. уже 50. Причем оно разные выдержки. Есть сухое, есть полусладкое, есть сладкое. На ваш вкус. Уже 50. 50? Из 5 литров выйдет. Ну я знаю, у меня отец занимается Да. самогоноварением, я знаю. А вот здесь вот белый кацетеры, виноград. Вот это полное вино. Полное вино? Да. Это белое. Вот это Мгм. тоже вино полное. А это сейчас специально открою. А сколько литров тут получается? Ага. 500. 500 литров да? вина. Представляете, Вот друзья? это тоже все полное вино. Тоже полное? Да, вот это тоже на чачу идет. Ничего себе. Так что я порошками не занимаюсь. Все Знаешь, натуральное. люди приходят иногда на рынок. О, я специалист, я разбираюсь. Это молодое, это этого Крышки года не или- закрывай. Ух ты, здесь закрыто. А, нет, это не так. А, с вот так. клапаном типа, Да, да? да. Это тоже, да. Без Это то резьбы. есть молодое? Они без резьбы, я уже забыл. Вот с резьбой, видишь, они крышки А. открытые. Ну, чтобы не Она взорвалось. бродит. А вот это вот один я забыл, закрытый. Лопнуло? А ну попробуй, нажми, если можешь. Это какой И сорт? сколько ракоцетели, да, это правильно? Это только кацетел и немножко ноги. И это будет белое сухое вино, да? Да, вот белый. Давайте, Су- может, я помешаю, не? А вот оно уже. А можешь? Ну, конечно, могу. Только Этот. это не цепляй. Ага. Как надо? Без Не, не разницы? так вот. А как? Вот так кругами смотри. Мастер-класс. Все понял, мешаю, давайте. Руку чем ниже будешь держать, тем легче. Ага. Сноровку надо тут. Да? Сноровку надо. Да. У тебя другой профессион. И он как, он готовый уже или что он делает? Бродит еще. Бродит, а Да. потом что происходит? Бродит, сядет, уже готовый. А Потом когда, переливаем. сколько бродить ему еще? Пока он, я тебе скажу, мой вино с прошлого года еще бродит. Еще бродит? Это Обалдеть. обозначает то, что он очень хороший. Вот так вот. Вот так Вот вот. белый. Это Это белое. Это белый, да? Да. Только, а сколько тут килограмм этого Здесь винограда? 600 килограмм. 600 600 килограмм? килограмм вот Это на грузовиком такую. надо или как его, да? Конечно. Офигеть. А, хорошо. Пахнет вкусно. Хорошо пахнет, Надо да. дышать иногда ему, да? Дышать ему иногда надо, Нет, ему. надо мешать. А, мешать надо. Мешать надо, я вот я забыл мешать. Сейчас посмотри, что будет. Это вино. Это вино. Это Надо а его было пить вам можно дать или нет? попробовать. Она сладкая еще. Сладкое? Совсем сладкая, да. Ну то есть от сахара же ничего нет, просто от Нет, вино, от какой-то- Сам винограда. виноград. Да. Такого я еще не встречала в Вот своей так 2 жизни. раза в день надо мешать, 2 раза в она день. быстро будет бродить. Ага. Класс. Такие 2 вышли. 60 литров, 60 вино, 60 осадок. Это говорит о том, что виноград очень хороший попал. Ну то есть много осадка это хорошо в принципе. Да, он, понимаешь, насыщенный, себя все отдает в вино, Угу. в вино. Угу. Она еще сядет, там вот так вот будет, это осадок. Угу. А бродит и садится. Вот так, смотри. Вот так надо. Смотри, я не хотел за это тебе что побрать. Сейчас смотри. Подожди, я сам сделаю. Хорошо смотри. Хорошо смотрю. Видишь? Да. О,
Поднялось сколько. О, пошла. Шампанское, да? Да, шампанское. Так оставишь, смотри внутри, что творится сейчас. А, там все кипит. Вот это я забыл Бурлит. открыть. Я так и знал, что сюда. И что теперь сделать? Ничего? Да? Так Сейчас потихонечку его пить, да. пить? Бомба. Но его надо вот так газ запустить, потом оставить пару дней, перелить внизу сейчас осадок, а то осадок сейчас весь поднялся наверх. Уже мы очень много собрали мандаринок. Уже ухаживают за деревьями, потихонечку их подрезают. Но на самом деле еще очень много деревьев, усыпанных мандарином. Здесь получается 120 корней, как говорит хозяин. 120 деревьев. Мандарин на территории. Ой, какая красота, да, вот здесь вообще такой кадр. Обалдеть, обалдеть. Так что, друзья, в Абхазии зимой есть чем заняться. Кушать мандарины, пить шампанское, фотографироваться, общаться с такими замечательными людьми. Они всегда рады встретить, угостить. Друзья, мы находимся в потрясающем месте. Это мандариновый сад. Посмотрите, какая красота, все усыпано в мандаринах. Мы находимся, продолжаем пребывание в гостях у своих друзей в Абхазии. И здесь у них растет 120 деревьев, только мандарин. Это просто, ну это какой-то рай, друзья. Сегодня еще такая классная погода, солнечная, не облачко. Фотки, я думаю, получатся просто бомбические. Давайте прогуляемся по саду. На самом деле, когда мы искали место для фотосессии, невозможно было выбрать, потому что везде все очень красиво. И можно даже заблудиться, если честно. Вот видите, такая лестница, это как локация, может быть, для фотографий. Очень прикольные получаются фото. Здесь растут также апельсины, лимоны. Вообще сезон сбора мандарин начинается в Абхазии с ноября. И на самом деле может длиться где-то до весны точно. Мы даже бывало в апреле, помню, приезжали. В апреле еще кое-где висят мандаринки. Но самая, конечно, красота это сейчас, в январе, либо раньше. Еще, друзья, один момент вам расскажу, как правильно срывать мандарин. Его нужно прокручивать. Он постепенно отойдет, видите? Если его вырывать, то это и для хранения будет, не очень хорошо, не быстро будет портиться. Также и для самого дерева. Вот такая вот красота.
Ну что, друзья, мы продолжаем свой отдых в замечательной Абхазии. Жили мы в Гагре. Сейчас я нахожусь в Новой Гагре на пляже. Посмотрите, какое сегодня красивое у нас море. Чистейшее небо. Пока не облачко. С самого утра уже солнышко. И мы наслаждаемся всей этой красотой и делимся ею с вами. Вообще жили мы в Новой Гагре, друзья. Кто здесь ни разу не был, расскажу про инфраструктуру, потому что много вопросов, чем заняться, куда сходить и так далее. А в Новой Гагре есть все самое необходимое для комфортного пребывания, то есть это рестораны, кафе, длинная набережная с лавочками, где вы можете гулять утром, днем и вечером бесконечно. Вот, особенно сейчас, вне сезон, туристов мало, гулять одно удовольствие. Поэтому приезжайте, мы вас ждем. Сейчас мы поднимаемся на гору, которая называется Мамзышха. Высота составляет 1873 метра над уровнем моря. В такой солнечный день открываются отличные панорамы как на главный Кавказский хребет, так и на Черное море. Видно Гагру, Пицунду, Адлер. То есть виды просто шикарные. В советское время здесь хотели делать горнолыжный курорт по типу Красной Поляны, хотя, конечно же, Красной Поляны еще тогда даже и не существовало. Ну и говорят, что была отложена эта идея, потому что климат все равно теплый, слишком теплый. То есть сезон, снежный сезон, достаточно короткий получается, поэтому этот план не был реализован. Но мы сейчас приехали на смотровую площадку в Гагре. Здесь, кстати, раньше были качели, куда-то пропали. Сейчас посмотрим, какие открываются красивые виды отсюда. По расстоянию, получается, мы поднимались буквально 10 минут с побережья, и вот уже такая красота нам открывается. Не знаю, видно вам или нет. Получается, прямо это Новая Гагра. Правее Старая Гагра, а здесь у нас уже идет Пицунда. Вот мы поднялись уже на высоту более 1800 метров примерно, 1700. И здесь совершенно другой климат, другая погода. Если на побережье было плюс 12, то здесь 4 градуса, уже лежит снег. Думаю, через неделю сейчас придет похолодание, пойдут сильные снега, и сюда уже до весны можно будет проехать только на подготовленной технике 4ВД. На обычной легковушке уже заехать возможности, к сожалению, не будет. Ну, очень интересно, сам такой контраст получается. То есть, как я говорил, уже внизу очень тепло, солнечно, то здесь совершенно другая погода. Снег, уже пихтовые растения, елки. О, какой единорог просто. Сказочное создание. О, смотри, мустанги. Итак, мы поднялись почти на самую высоту. Осталось всего 5 километров до самой вершины горы. И решили здесь поставить машину и прогуляться, потому что дальше уже прям лежит снег, и мы немного поехали неподготовленные на летней резине. Конец декабря, а в Сочи еще все ездят на летней резине. Поэтому мы сейчас прогуляемся, там уже начнется зона альпийских лугов. Летом это очень популярное, красивое место для посещения. Где-то в июне, в июле начинается активное цветение всех этих растений, и великолепные фотографии получаются, и просто прогулки. Мы пошли туда.
Вот такая уникальная природа этих мест Южного Кавказья, потому что можно быть на берегу, на побережье, купаться, загорать. Ну, купаться, конечно, при желании, но загорать вполне. То есть плюс 15 на солнце, на таком ярком, активном, очень тепло. И это конец декабря. А можно буквально час времени на машине подняться сюда, в Пригорье, и вот в такой вот зимней сказке очутиться. При том, что тоже очень комфортно. Сейчас примерно плюс 4, плюс 5 градусов. То есть я нахожусь в легкой кофте флисовой и очень комфортно мне. Вот мы поднялись уже почти на самый верх горы Мамзышха. И здесь вот такие вот строения находятся. Летом здесь очень большое количество конных различных прогулок. Также здесь идет выпас крупного рогатого скота. Ну а зимой корма нету, кормовой базы, то есть все под снегом находится. И поэтому все это спускается вниз. И ждет весны, ждет лета, когда стает снег. И процесс запускается вновь. И сейчас мы поднимаемся, то есть летом здесь огромное количество джип-туров, пеших трекинговых маршрутов, огромное количество людей. Сейчас мы поднимаемся вдвоем, уже около часа, не встретили ни одного человека. То есть в этом есть тоже свой кайф. А вот там вот вдалеке, если видно, то это все Черное море. То есть отсюда уже открывается вот такой вот панорамный вид на море. Очень красиво в такую погоду, солнечную, ясную, без дымки, без ветра, дождя, снега. Побывать здесь — это уникальное зрелище. Природа очень уникальная. То есть с той стороны Черное море, а там можно видеть главный Кавказский хребет, заснеженные вершины, 3-2-тысячники. Вот как стандартно выглядит жилье пастуха, балаган. То есть здесь находится летняя кухня. Ну, не летняя, а просто кухня. То есть когда идет дождь, непогода, здесь можно перекусить. Есть раковина, стол, покушать. А здесь уже непосредственно само жилище. Все очень чисто, убрано. Люди уехали зимовать вниз. Здесь все оставили для следующего сезона. То есть здесь спальные места и печка, чтобы вещи посушить. Ну и в межсезонье, чтобы было достаточно комфортно здесь. Вот такое вот жилье. Простое и комфортное достаточно. То есть тепло, сухо. Все главные условия соблюдены. Ну и шикарные виды. Ты выходишь и попадаешь в такую красоту. Там море, там горы. Очень красиво. Ну вот мы дошли до конца Балаганов, где скрывается такой вид на Черное море. Там вдали видно Пицунду. Также видно реку Бзыбь. А с той стороны видно Адлер. И с другого ракурса даже я видел Сочи. Такую погоду, вот такая панорама открывается великолепная. И бесконечное Черное море. Друзья, мы сейчас находимся в Мон-кафе, месте, которое так называется, и хинкали, они должны быть вот именно такие. Поднимем бокал этого вкусного домашнего вина за Республику Абхазию и ее гостеприимных людей.